Приветствую всех на канале Пчеловодство и природа. Сейчас у нас начало сентября. Погода такая уже ветреная. Днем еще температура так где-то до 20-15 градусов поднимается. Ночью 6-8, ну 10 градусов еще бывает. Пчелы уже начинают по чуть-чуть формировать клубы. И в это время уже надо так подводить итоги, что у нас получается, как мы подходим к зимовке. Подкормки, ну желательно закормки уже в это время заканчивать. Но у всех разная ситуация. Там под прошлым видео мне писали, что как же делать закормку, если еще идет подсолнух. То есть вот некоторое время назад еще шел поздний подсолнух. Да, это тоже немножко проблема, потому что мед надо откачать и успеть закормить. Что делать? Ну, делать все то же самое, только по более ускоренной программе. Вот, ну, что я хотел показать, несколько семей и, ну, что я делаю, как подготовлены семьи уже ближе к зимовке и что дальше еще буду делать. Ну, и так сейчас откроем, посмотрим там пару семей. Ну, посмотрим эту семью, что она собой представляет, что они себе тут запасли. Я вчера раздавал им еще по 400 грамм сиропа. Вот я смотрю, кормушечка пустая, там немножко еще есть пчелок, но забрали. Вот некоторые не забираю, то есть эти забрали. Вот. Ну так, немножко есть пчел. Я их струшу. Так. Ну, пчелки мирные. Это то, что радует одно, что пчелки мирные, дают с ними работать. Без дыма, без маски. Хотя безвзяточный период. Так, ладно. Ну, у меня маточки все молодые, F1 этого года. В основном от маточки Скленар. Так, ну вот так вот они. Видно, вот то, что я им давал. Вот, подпечатали. Это последнее. Сахарный сироп переработали, подпечатали. Такая белая печаточка. Это обратная сторона. Ну, полномедная рамка. Это такую можно крайней будет и оставлять. Так, дальше. Так, здесь что? Вот, интересно, центр остался. И видно еще вот выходит расплод. Вот расплод еще. Вот такое. И все, расплод выходит, они полностью запечатывают. Забросали это самое сиропом и запечатывают. С этой стороны немножко перга, и тут то же самое центр. Ну, осталось им запечатать тут. То есть немножко им добавить, и они запечатают. Так, хорошо. Стоят полоски. Я их на прошлой неделе поменял на новые. Вот такой еще расплод. Вот такой еще есть расплод. Ну тут главное, что вот они подпечатают сироп, перерабатывают. И так аж некуда складывают, так они его вытягивают такие, ну, потолще делают. Так, хорошо. Вот еще пчелка ходит, такая желтая спинка. Где-то еще находят пыльцу. Так, с этой стороны вышел расплод. И там маточка опять засевает. Ну, в принципе, если засевает, у нас крайние облеты прошлые года были аж в конце года, в декабре месяце. Поэтому, ну, как бы особо переживать, что не облетаются в нашей местности. Так, вот еще расплод есть какой. То же самое, тут по чуть-чуть подпечатывают. Ну, такая рамка, конечно, либо надо еще докармливать, либо такую рамку потом по выходу расплода надо будет убирать. Вот такая ситуация. Там дальше. Ну, как бы для меня в это время я не переживаю, если есть расплод. Расплод — это хорошо. В крайнем случае я с двух сторон потом ставлю полномедные рамки, и они прекрасно зимуют. То же самое, расплод выходит, и здесь маточка еще засеяла. А вот и, кстати, маточка ходит. Вот она.
меточка там чуть-чуть так слезла. Ну, маточка так уже не такая большая, чтобы, ну, сильно они ее не раскармливают, потому что сеять-то практически некуда. Где-то чуть-чуть. Так, с этой стороны расплод. Ну и все. И дальше я смотрю, что... То есть 3 рамки с расплодом. А дальше я смотрю, уже такая пошла. Ну, сейчас посмотрим. Да, дальше пошла такая светлая. Ну, мед в принципе есть, она и может пойти в зимовку. Ну, светлая такая медовая. Все, ну этот в этой семье. Сейчас посмотрим ту маточку, которую я в этом году покупал. В следующем году она будет племенной. Маточка искусственного осеменения. Тройзек у Виталия Липатова. Ну, посмотрим, как они подготовились или готовятся к зимовке. О, тут они сверху, их много. Посмотрим, сколько их там. Вроде как то же самое забрали. Вчера давал по 400 грамм где-то. Я просто чтобы убрать. Стушиваю их. Так, хорошо, чтобы не мешало. Ну, я говорю, пчелки все спокойные. Так. Ну, кормушечку там видно, забрали все, но пчелки там есть. Вот еще что-то они там себе находят еще. Ну, по 400 грамм вчера я им дал. Вот они за ночь и за, ну, тут за день забрали. Так, что-то у них делается в гнезде. С этой стороны. Так, смотрим. Тут вроде пчел побольше. Хотя маточка искусственного осеменения. О, тяжелая рамка хорошая. Ну, смотрим. О, запечатали там низ. Чуть-чуть не допечатан. Так, с этой стороны тоже. Отличная рамка для зимовки. Но я так понимаю, что там где-то с расплодом. То придется те рамочки позабирать потом по выходу расплода. И вот это чуть меньше. Ну, ну да, понятно. Тут немножко расплод еще есть, вот выходит. Ну, такая тоже медовая, хорошая рамочка. Тут перги наносили, пергой забили. Ну, такая, либо вот сбоку можно будет ее оставлять, либо, может быть, и совсем убрать. Ну, я потом буду смотреть, какие другие рамки там. Там будем смотреть. Так, тут следующий смотрим. Так, тоже не такая тяжелая, но... О, хороший, отличный расплод. Плотненький. Вот маточка искусственного осеменения. Как сеет. Отличный засев. Пчелки все серенькие. Ни одной нету рыжины нигде. То есть отлично. А вот и маточка ходит. Вот маточка с номерочком. Обрезанное одно крылышко. Отличная маточка. Так, расплод выходит, она тоже засев делает. Ну, такой, то есть, либо надо еще подкармливать, чтобы они по чуть-чуть расплод сюда, вперед. Либо же тогда вот такую рамку, ну, можно заканчивать кормление, такую рамку убирать и эти сдвигать туда ближе к центру. Ну, это для зимовки. То есть, вот, ну, варианты такие. Дальнейших, так сказать, работ. Вот эта рамка, ну, тоже такая плюс-минус. Так, то же самое. Тут вот видно, расплод вышел, они уже залили сиропом. А здесь еще расплод и червячки есть. То есть заливают они сиропом, подливают. То же самое. Тут чуть-чуть расплод, тут уже залили сиропом с этой стороны. Ну, может быть, и это в зимовку. Может пойти. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, можно будет пару рамок убрать для зимовки. Можно будет даже рамки 3 убрать. Вот по количеству пчел, тут пчел не так много. Вот, все, вот такая рамочка, тоже светленькая. Вот. Такая, ну, тоже не до конца оттянута это. В этом году я ее ставил на оттяжку. Так, ну, в принципе, вот и все. Дальше пошли медовые, то есть то, что я говорю, можно будет потом некоторые рамки поубирать. Вот это медовые.
в принципе, тут расплод вышел, и они заливают. Ну, такое. Не сильная, даже не средняя. Слабенькая, можно сказать, семейка, но маточка хорошая. Должны они перезимовать. И потом будем с ними дальше работать. Посмотрим семью на украинскую рамку. Ну, семьи, я еще раз, почему так мало пчел, почему мало рамок, там еще что-то. Семьи, это условно сказано. Значит, со всех семей, практически со всех, кроме племенных, я весной продаю пчелопакеты. В оставшихся хвостах, можно сказать, я вывожу маток. То есть они у меня, оставшиеся семьи, некоторые используются как семьи-воспитательницы, некоторые как семьи-доноры. Практически со всех я трушу пчел на нуклеусы, то есть целое лето я их, ну, грубо говоря, граблю. Вот. И потом то, что подходит к осени, понятно, что это неполноценная семья, которая вышла с весны, отработала лето и пошла в зимовку. Поэтому состояние у меня немножко, ну, то есть надо корректировать. Ну, корректировать не семью, а свое отношение к тому, что, ну, кто-то видит и сравнивает со своими семьями. Кажется, что, ну, вот почему такая семья, почему так мало пчел, почему еще там много чего, почему. Вот. Так, хорошо, посмотрим. Тут маточка F1, моя маточка, которую, ну, я же говорю, продаю пчелопакеты со своими матками. И в каждой семье я потом, ну, вот кормушечка. Пчелы забрали, тоже 400 грамм вчера давал. Да, попутно отвечаю на вопрос. Там спрашивали, а где же ты вот держишь, ну, где рамки? Ну, я в основном стараюсь рамки перетапливать. И оставлять только, ну, светлые, ну, более-менее нормальные. Кроме того, значит, после откачки меда я выставляю их за заставную, немножко скребу, вскрываю мед, и они переносят туда в гнездо. Поэтому вот показать сюда, вот тут пару рамок стоит. Вот. Это сушнинка. Так, здесь, ну, возможно, я откачал мед, вскрыл, они перенесли туда в гнездо, и вот ее осушили. Вот такая сушнинка пока стоит здесь. Почему? Потому что если поставить в хранилище, то моль бы ее съела. Тут они стоят под охраной пчел. Ну, вот пару рамочек таких стоит. То есть я отвечаю на вопрос, где же, ну, вот где же рамки. Ну, вот рамки, да. Они пустые, без меда. Маломедные и там, ну, медовые, как бы, какие-то я уберу с гнезда и тоже либо оставлю здесь за заставной, либо уберу в хранилище. Это уже будет до весны. Лишние, те, которые будут при уже подготовке, окончательной сборке к зимовке. То есть вот рамки показываю. Ну и светлые, совсем светлые, которые свежеотянутые, те стоят у меня в хранилище. Те моль не трогает. То есть свежеоттянутые, на которых не выводился расплод, те моль не трогает. Так, хорошо. Убираем заставную и смотрим, что здесь у нас. Так, хорошо. Вот такая рамочка. Отлично. Полномедная. Просто отлично. Тут чуть-чуть не допечатали. Вот их еще бы подкормить, чтобы они вот этот медок запечатали. Ну или потом вот этой незапечатанной стороной будем ближе туда ставить к ним, чтобы там клуб где-то был с той стороны. Так, это тяжелое тоже чувствуется. Так, тоже чуть-чуть не запечатанного. Ну вот это желательно бы еще докормить, чтобы чуть-чуть они подпечатали здесь. Опять же, зависит от погоды. Ну, такая отличная рамочка для зимы, отличная. Пчел тут пока нету. Ну, пчелы понятно, сейчас уже ближе... Как бы такие полуклубы формируют и ближе к расплоду греют, выгревают, там где остался расплод. Так, здесь вот вышел расплод, видно, все, забросали уже тем сиропом, что я им даю. Ну, желательно бы еще чуть-чуть, чтобы они успели его запечатать. Так, тут то же самое. Вот был расплод, вышел, все, забросали. Так. Идем дальше. Тут, ну, тоже такая
Тяжелая рамочка. Так, хорошо. То же самое, да, все, вышел расплод, забросали сиропом. И сироп перерабатывают, ну тут видно подпечатывают. Вот печаточка идет. Тут отличается темная и тут светленькая. Работают, подпечатывают. Так, дальше. То же самое с этой стороны. Все, то есть они гнездо потихоньку сокращают. Ну, это хорошо. Вот хорошо, что с ними без дыма, без маски. Своей работой они себе занимаются, не обращают внимания. Это мне нравится. Так, дальше здесь что? Вот расплод выходит. Видно расплод, да? И сразу они заливают все. Вот заливают сиропом. То, что я им даю. Челка молоденькая. Иди туда. Так, хорошо. Ну, то есть зальют еще, если чуть-чуть дать сироп, зальют и эту сторону. Так, с этой стороны еще не вышел расплод. Вот выходит расплод. То же самое. Подливают. Так, дальше посмотрим. Тут у меня 3 пластинки стоит. Так, хорошо. Смотрим. О, маточка ходит. Вот маточка F1 этого года. Ну, тут расплод вышел, и маточка еще засеяла. И такой хороший. Хороший еще. Это самый пятачок. С этой стороны еще расплод. Вот сколько. Ну, такое. В принципе, я же говорю, 2 варианта. Можно уже заканчивать кормление. Потом эти центральные рамки просто убрать, когда выйдет расплод. Вот. А можно где-то их потом обставить вот этими полномедными с 2 сторон. И тоже нормально перезимуют. То же самое. Тут вот видно, интересно, как граница. Темный мед — это мед, который раньше они насобирали. А потом то, что я начал кормить, вот сироп. Вот они уже сироп начали печатать. И здесь дальше. Вот цвет видно другой. Ну и тут еще выходит расплод. Так, хорошо. С этой стороны вот еще сколько расплода, и то же самое подливают. Так. Ну и, наверное, все. Сейчас посмотрим следующее, что здесь делается. Так. С этой стороны. Да, все. Расплод вышел, все, залили все нектаром. Ну, нектаром, сиропом. Забрали сироп, и теперь будут потихоньку то же самое. Вот они его подпечатывают. Потихоньку сверху подпечатывают. Ну, вот такое состояние семьи. Ну, вот то, что я заметил и делаю для себя выводы. Семьи на украинскую рамку в ульях. Ульи у меня здесь утепленные. Там не все утепленные, там разные ульи у меня есть. То здесь семьи и к зимовке подходят более сильными, и с зимы более сильные, и развиваются весной. Весеннее развитие тоже более сильное. Как бы, у меня такой вывод. На этом все. Пишите в комментариях, у кого какое состояние семей на начало сентября. Делитесь опытом, задавайте вопросы, помогайте мне отвечать. Пока!